Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим основные события, которые предполагаются, а также какие движения по доллару, рублю, евро, нефти и золоту планируется сегодня на утро. Так, начнем с календарика, но по Германии в 10 часов в 11:30 данные по деловой активности. Не думаю, что они супер-пупер повлияют на евро и иные котировки. А вот 16:30 по Америке начинается статистика, которая достаточно важна и может ощутимо повлиять на индекс доллара и на фондовые рынки. Это объем экспорта-импорта доллара и изменение числа занятых в несельхозсекторе. У американцев много различных многогранных индикаторов, которые затрагивают занятость и рынок труда. Ну и сегодня по-хорошему нужен коррекционный откат, потому что невозможно все время расти бесконечно. Так, давайте пробежимся по новостям. США согласовали расширенные санкции против Северного потока. Санкции затрагивают компании, которые оказывают различные финансовые услуги, страхование и так далее. Ну что могу сказать, затягивают они веревочку вокруг Северного потока и Газпрома, как ни крути. Так, нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+, там договорились на 500 000 в день увеличить добычу с января месяца. Рубль резко отреагировал на решение ОПЕК+. Сейчас по рублю мы посмотрим, какая ситуация. Так, что касается Америки. Байден попросил американцев носить маску в течение 100 дней. Он, видите, на личном примере показывает, что нужно делать, в отличие от Трампа, который брезговал выходить в маске. Так, ну вот и Pfizer сообщает, что в этом году вместо планируемых 100 миллионов доз вакцины будет выпущено только 50 миллионов. Потому что по факту попытки столь оперативного производства вакцины столкнулись с тем, что нехватка компонентов и нехватка мощностей. Но вот эта новость, она уже привела к коррекционному откату акций Pfizer и может вызвать, в общем-то, по всему рынку волну распродаж. Так, ну и вот статья, которая указывает на то, что рынок подошел к критическим значениям и в любой момент может развернуться очень сильный коррекционный откат. Первый индикатор — это то, что S&P подошел к верхней границе Боллинджера. Далее, позиции в опционах на текущий момент указывают на то, что рынок вот-вот может развернуться. Так, ну и далее в процентном отношении какое количество акций выросло за последнее время. Так, ну и тот факт, что NASDAQ показал новый максимум на текущей неделе, и в общем-то здесь практически безоткатный рост, который в любой момент может привести к тому, что разовьется корректировка, как минимум для того, чтобы зафиксировать позиции. Так, давайте перейдем к позициям на фьючерсах на ММВБ. По РТС юридические лица ожидают отката, причем достаточно такая мощная ставка на то, что РТС сегодня будет проседать. Сбербанк, здесь наоборот ставка на то, что акции Сбера продолжат расти. Газпром, здесь тоже ставка на то, что Газпром, несмотря на новые заявляемые санкции, продолжит рост. У него осталось две цели вверху локальных, это 194 и 200, но вчера он откатывался. Но на самом деле сейчас он находится в консолидации, и в зависимости от того, в каком направлении будет выход, так и будут развиваться движения в ближайшее время. Более детально на графике посмотрим. ВТБ, а вот здесь ставка на откат. Так, Норникель, здесь ставка на продолжение роста, шорты режут. Но по сути там немного осталось, чтобы переписать максимум, который был достигнут в этом году исторически. Так, доллар-рубль, сишка. Здесь ставка на то, что доллар отскочит и будет расти. Евро-доллар, ставка на то, что евро к доллару будет продолжать расти. Евро-рубль, ставка на отскок и на рост евро против рубля. Так, а вот по нефти ждут, что нефть откатится вниз. Серебро, ставка на рост серебра. Золото, здесь тоже ставка на дальнейшее продолжение роста золота. Природный газ, здесь ставка на снижение природного газа. Давайте посмотрим графики. Китайский рынок, CSI 300. Сегодня он открылся в минусе. Сейчас он этот минус закрывает. Ну, я так предполагаю, что закрытие недели все равно покажет рост. Вот. Но по сравнению со вчерашним днем мы, наверное, будем в боковике сегодня болтаться. Далее, американский индекс S&P 500, SFD. Ну, сегодня он растет, но такой у него аккуратненький рост происходит.
Но по-хорошему неделе роста, то здесь было бы логично ему откатиться хотя бы на 3640, а в идеале на 3600. Тем более по Pfizer там пошли заявления, что они по количеству вакцин не успевают 100 миллионов произвести, произведут только 50 миллионов. Посмотрим сегодня, как в связи с этим будут развиваться события. Так, далее нефть Brent. Юрики российские сделали ставку на то, что она откатится. Но на самом деле рост и полтинник, почти полтинник уже пробили. Вопрос в том, будет или не будет он сегодня взят. Если сегодня мы сейчас его пробиваем и начинаем здесь торговаться, это достаточно позитивный сигнал будет и для российского рынка, и для российской валюты. Но текущее движение вот по часовому таймфрейму возьмем. Сейчас либо будет рывок, пробитие 49,8, дальше 50 и здесь закрепление. Или же, если этого в ближайшее время не произойдет, мы, скорее всего, увидим пробитие 49,4 и откат цены на нефть. Цель движения будет, первая цель, это 48,8. Дальше, если отсюда развивается дальнейшее движение и пробой 48,5, то следующее движение это будет 47,9, вот сюда вот. Но на текущий момент времени более вероятно, что попытка вот этого разворота, она пока не сформировалась. То есть, скорее всего, рост продолжится, и мы увидим штурм 50, и потом, я думаю, скорее всего, будет отсюда коррекционный откат. Вообще, уже сейчас, по факту завершения заседания, пора бы откатиться, но технически по графику нету никаких сигналов на разворот. То есть попытка разворота была, но она была аннулирована. И сейчас все-таки более вероятно задерг на полтинник, а дальше уже здесь посмотрим, что будет происходить. Ну и в случае пробития 49,4 этот сценарий отменяется, и она сегодня, скорее всего, тогда сходит назад на 48. Так, друзья, далее золото. По золоту у нас сильная поддержка 1837. Это 4-часовой таймфрейм. Если 1837 мы не пробиваем, то весьма вероятно, что сегодня у нас будет движение, цель которого 1859-1860. Вот. Но на самом деле цель 1882, но не думаю, что сегодня эта цель будет взята. Вот сейчас 1837, если не пробиваем, то уже, наверное, где-то часам к 3 будет взято 1860. Если здесь будет пробитие 1837, то нас ждет коррекционный откат вот сюда, вот в этот диапазон 1825-1830. Но и у нас есть железный уровень, это 1815, который, если пойдет снижение, он выступит либо с высокой степенью вероятности тем уровнем, от которого будет отбой. Вот. Если же диапазон 1815-1810 будет пробит, то весь этот рост, который произошел, он скорее всего будет аннулирован, и золото действительно будет падать. Но пока для этого я не вижу особых оснований. Далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Вот. Но здесь весьма вероятно, что отсюда разовьется сегодня тестирование 24,47, и в случае пробития этого диапазона будет отработано 25. Возможно, здесь у нас сейчас произойдет коррекционный откат, пока нету пробития 23,8, помните, старая цель, старая поддержка по нему, то, соответственно, все эти откаты будут выкупаться, и оно будет стремиться сначала пробить 24,45 и потом сходить на 25. В случае, если все-таки 23,8 мы пробиваем, у нас цель движения первая находится на 23,1. Вот. Но такой сценарий мне на текущий момент видится менее вероятным, чем продолжение тестирования сначала вот этой верхней границы и ухода наверх. Так, далее евро-доллар. Смотрите, но мы ускоренными темпами растем, потому что, по мнению отдельных аналитиков, Европа проиграла Соединенным Штатам битву печатных станков. Ну и тот факт, что в Европе дефляция, а в Соединенных Штатах инфляция, толкает евро на укрепление волей-неволей. Так, у нас здесь есть волшебный уровень 1,2040. Вот если он в результате отката не пробивается, все возникающие откаты будут выкупаться наиболее вероятно. И цель движения 1,23,5, 235 тысячных.
Вот когда ее отработаем, тогда посмотрим, что будет происходить и как события будут развиваться. Пока, я думаю, вот эта проторговка приведет к тому, что мы пойдем тестировать значение локальный максимум 1,2175 и возможно его сегодня пробьем и уйдем выше. Вот. Но по результатам дня и недели нужен коррекционный откат и в идеале закрыться где-то в районе 1,2080 неделю. Так, далее рубль-доллар. USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Юрики делают ставку на укрепление доллара, но с учетом растущей нефти, я думаю, все-таки движение должно продолжиться вниз на укрепление доллара, на укрепление рубля, ослабление доллара. Так, ну здесь вот у нас маячит в идеале цель 73,5, 73,7. Так, вот 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас ситуация разворотная, и в том случае, если на открытии мы не пробиваем 74,1, у нас отсюда развивается действительно коррекционный отскок, и цель этого отскока 75,2. Движение вот сюда вот. В идеале, конечно, ему бы отскочить на 76,25, а потом уже отработать то, что выросла нефть. Вот. Но посмотрим, как будут развиваться события. На открытии, если мы берем вот этот диапазон, пробиваем, то следующая цель будет 73,5. Если движение на укрепление рубля сразу не формируется, то вполне возможно, что либо с утра, либо потом в течение дня мы отсюда получим коррекционный отскок. И первая цель это 75,2. Вообще в идеале у него цель движения 76,25. Далее рубль-евро. Евро-рубль Tomorrow, дневной таймфрейм. Но здесь 90,2 цели отработали. И поэтому на текущий момент, если не будет повторного тестирования и ее пробоя, полагается коррекционный отскок, и цель этого отскока 90,75. Ну и вот по 4-часовику мы должны развернуться и отскочить, и здесь цель движения в районе 90,9. Опять же, вот это движение, оно пойдет в том случае, если на открытии мы не пробиваем диапазон 90,25-90,15. Вот если этот диапазон не будет пробит, то действительно мы пойдем вот сюда. Так, ну и часовик. Часовик у нас разворотный, указывает на то, что должен произойти отскок на 90,8. Вот сюда вот. Вот. Опять же смотрим, если будет коррекционный продолжение вот этого нисходящего движения и пробой 90,2, то здесь уже будет движение в район 89,9. Никуда от этого не деться. Вот, пока в большей степени, я думаю, должен быть и отскок хотя бы на 90,75, в идеале на 90,8, вот сюда вот. Далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм, но здесь у нас разворотная формация, требующая незамедлительного отката хотя бы на 130 тысяч. Юрики также делают ставку на коррекционный откат по РТС, но нефть выросла, никуда от этого не деться. И поэтому, если на открытии мы сразу пробиваем 134 на объеме, то у нас цель движения будет на 135 500. Вот. В том случае, если все-таки реализуется сценарий с коррекционным откатом, это произойдет в случае пробития 131 500, то у нас вот эта формация, она откатывается, цель движения это 127 900, 127 500. Вот сюда вот, в этот диапазон. Так, друзья, далее Сбербанк, недельный таймфрейм. Ну смотрите, вот у него цель движения 273. Вот он здесь нормально закрепился на 256. Ему сходить еще сюда осталось, а дальше посмотрим. Так, ну вот дневочка, правда, разворотная. Она указывает на то, что должен произойти откат, и цель этого отката 252. Юрики делают ставку на то, что Сбер продолжит расти. И действительно, если мы на открытии 265 пробиваем, то вполне возможно будет задерг на 274 и потом откат. Цель этого отката будет как минимум 256. Так, ну и Норильский никель. Но смотрите, Норильский никель, здесь у нас маячит переписывание хая, который 23 650. Вот сейчас идет поджатие и попытка разворота. Но в том случае, если мы пробиваем на открытии 23 300, то у нас, я думаю, сразу мы возьмем и 23 650, а вот что будет потом, это большой вопрос. По логике вещей надо, конечно, откатиться от этого значения и сходить, хотя бы вот куда-то сюда, на 22 200.
Вот. В том случае, если с утра мы не получим развитие пробоя, попытки пробоя, то у нас произойдет откат на 22 800, а вот в случае пробития 22 700, 22 500, мы тогда досрочно пойдем отрабатывать вот эту цель 22 200. Все, друзья, спасибо за внимание.